Оснастка при пайке. Что это такое и зачем они нужны? Ах да, и всем привет! Итак, значит, начнем видео с того, что текущее видео, которое вы сейчас просматриваете, идет у нас в догонку к предыдущему видео по восстановлению деталей пайкой. Так вот, сегодня я расскажу про оснастку и инструменты при пайке. Инструменты при пайке, ну естественно, как вы догадались, это хорошо известно нам паяльник. Менее известная это у нас паяльная лампа. Ну и соответственно к паяльнику это у нас флюсы и припои. Далее, значит, поговорим о подготовительной работе. То есть, вот вы, допустим, закончили работать с пайкой и уже начали там какую-то другую работу, да, во-первых, он остыл, да, скажем так, на кончике образовался, скажем так, механические примеси в виде грязи, окалины, флюсов, припоев засохших. Нужно это все очистить. И, кстати, кончик называется жалом паяльником. Так вот, значит, поговорим о процессе. Просто берем паяльник, берем напильник и счищаем все, что нам не нужно. А нам нужно, чтобы жало было чистым. Это первое. Второе. Паяльник должен иметь острый наконечник. Вот именно как вот у зубила. Далее вставляем в розетку и ждем, когда он нагревается. Паяльник считается рабочим тогда, когда поднесенный к ней канифоль расплавляется за 1 секунду. Вот что я хотел вам сегодня рассказать. Что хочу сказать, посмотрите ссылки на мои предыдущие видео. Они, естественно, будут в описании к видео. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Если нет, то пишем почему. Если есть какие-то ошибки с моей стороны. У меня, например, к вам вопрос. В каком формате вам больше нравится моя подача? Вот как сейчас, в формате общения или в формате презентации, как раньше было. Или может есть у кого-то предложение, какие-то темы для видео, давайте разберем. Лайки, бьем в колокол, обращаем внимание на сам канал, раздел обсуждения. Там у меня есть пару вопросов. Зайдите, пожалуйста, посмотрите. Мне интересует ваше мнение. Пока что на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.